Всем привет! Рада, что вы смотрите мои видео, рада, что появляются новые подписчики. Значит, то, что я делаю, это не зря. И появляется стимул делать больше полезного контента и делиться с вами своими знаниями. Поэтому жду от вас в качестве обратной связи лайки и комментарии. А у меня сегодня полезное видео о том, что будет, если постирать вязаную шерстяную вещь в стиральной машинке. И стоит ли это делать. Для примера я взяла 3 шапки, связанные достаточно давно. Они уже прошли испытания не одним сезоном, и можно проанализировать, как ведет себя пряжа. Черная шапка и бежевая — это 100% меринос, а серенькая связана из кардной шерсти. Когда вещь новая, только связанная, ты ее бережешь свой труд, тебе хочется ее носить, не хочется ее испортить, и поэтому ты стираешь вручную. Но проходит какое-то время, у тебя появляются новые модели, и эти шапочки становятся не такими значимыми, и ты стираешь их в стиральной машинке. Для сравнения я покажу фото шапок, когда они стирались вручную и когда были постираны в стиральной машинке, и разберем каждую из них. Итак, давайте начнем вот с этих двух шапок. Обе связаны из мериносовой шерсти, 100% меринос. Как мы видим, бежевая шапка, какая была, такой и осталась. А черная шапка уже имеет другой вид. Она стала более плотной и даже не видно петель. Почему? Все зависит от типа пряжи. Черная шапка связана из обычного мериноса, а бежевая из мериноса супервош. Обычный меринос нельзя стирать в машине даже на деликатном режиме. Он легко сваливается, как мы видим, теряет форму и может значительно уменьшиться в размере. Эта шапочка, она подсела очень хорошо. Если постирать обычный меринос в машине, он, скорее всего, сядет, станет плотным и жестким. Он будет похож на войлок. Поэтому лучше стирать вручную в прохладной воде и сушить в разложенном виде. А что такое меринос супервош? Это специальная обработка шерсти, благодаря которой она становится устойчивой к сваливанию и усадке. Такая пряжа удобнее в уходе, потому что ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 30 градусов, желательно в специальном мешке для стирки. Сушить в разложенном виде, не вешать, чтобы не растянулась. Такая пряжа более гладкая, мягкая и приятная на ощупь, не колется, что делает ее отличным выбором для детских вещей, например. Также она более устойчива к растяжению, чем обычная шерсть. Давайте посмотрим серую шапку. Серая шапка связана из кардной шерсти. Она отличается от обычного мериноса, имеет легкий пушок, колкость у нее другая, она не гладкая, не такая эластичная и не имеет обработки супервош. Поэтому вещи из кардной шерсти тоже нельзя стирать в стиральной машине. Только ручная стирка в прохладной воде не более 30 градусов. Уход должен быть такой же, как и у обычного мериноса. Иначе шерсть сваляется, вещь сядет и уменьшится в размере. Как мы видим на примере этой шапки. Она тоже уменьшилась в размере. Она была больше намного и, конечно же, свалялась. Хотя если сравнить эти две шапки после стирки в стиральной машине, то мы все-таки видим разницу. Черная, смотрите, превратилась в плотное войлочное полотно. А серая хоть и свалялась, но она приобрела вид фабричного изделия и выглядит не очень-то и плохо. Правда, размер ее прилично стал меньше, но сам вид ее достаточно выглядит неплохо. Опять-таки, почему они отличаются настолько? Потому что меринос очень мягкий и нежный, а картная шерсть более прочная и грубее, чем меринос. Поэтому и повреждения больше у мериноса, чем у кардной шерсти.
Покажу еще одну шапку, которую недавно связала. Ее я не стирала в машинке, так как состав пряжи здесь меринос, шелк и суперкид мохер. Поэтому с таким составом буду стирать только вручную, так как планирую ее носить и в следующем сезоне. Не хочу, чтобы она у меня испортилась. Кстати, на все шапки, кроме вот этой, эту я вязала по мастер-классу какой-то мастерицы, уже не помню, это давно связана шапка. Есть мастер-классы. Оставлю вам под видео ссылки или заходите в плейлист «Вязальные аксессуары». Там вы найдете мастер-классы не только на эти шапочки, но и есть разные другие, как детские, так и взрослые. После всего, что я вам рассказала, какие можно сделать выводы? Стирать в машинке можно только супервош меринос, так как он обработан для устойчивости к стирке. Обычный меринос, кардная шерсть, а также смесовки не подходят для машинной стирки, они сваляются, дадут усадку и потеряют форму. Хотя в составе вот этой шапки есть шелк. Возможно, он будет стабилизировать полотно, но я не хочу рисковать, шапка может не сесть, по размерам быть такой же, но может сваляться меринос и мохер. Также любое вязаное изделие надо сушить на ровной поверхности, для того, чтобы изделие не растягивалось. Ну и последнее, что я хочу добавить, что при выборе пряжи стоит учитывать уход. Если нужен вам более практичный вариант, конечно же, выбирайте пряжу с пометкой Superwash. Если важны вам больше натуральность, тепло, это может быть кардная шерсть. А если мягкость и тепло, это обычный меринос. Он более мягкий и приятнее, чем кардная шерсть. А по смесовкам, конечно, надо экспериментировать. Сейчас на рынке очень много разной пряжи, и однозначно не скажешь, как себя будет вести та или иная пряжа. Надо пробовать, вязать образцы и стирать вручную и в машинке, и делать анализ. Надеюсь, просмотрев это видео, у вас больше не будет возникать вопросов, как стирать изделия из такой пряжи, и вы сможете уверенно определиться, что вам больше подходит. А мне нравятся все 4 вида пряжи, главное понимать, как правильно за ней ухаживать. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем. С вами была Алена Хашева и канал Вязаная мечта. Пока-пока.